Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня приготовим нежнейший пирог со сливами, сочной фруктовой начинкой и золотистой хрустящей крошкой. Для основы нам понадобится 200 грамм достаточно сухого творога. Если ваш творог слишком влажный, лучше заранее убрать лишнюю жидкость. 3 яйца. 2 яйца сразу добавляем к творогу. А третье яйцо нам необходимо разделить на белок и желток. Вот таким образом очень легко отделяем белки от желтков. Белок добавляем к нашему творогу, а желток отставляем в сторону. Берем сахарозаменитель, добавляем к творогу. Его количество зависит от того, каким именно сахарозаменителем вы пользуетесь и насколько сладким вы хотите получить пирог. Сначала я перемешиваю все лопаткой, затем пробиваю блендером до однородной консистенции. Можно просто хорошо перемешать все ингредиенты, но после блендера текстура получается более нежной и воздушной. Теперь я к нашему тесту добавляю 50 грамм пшеничной муки и перемешиваю. Далее беру 60 грамм овсяных хлопьев и измельчаю их в блендере. Если хотите, можете сразу использовать готовую овсяную муку. Овсяные хлопья добавляют пирогу клетчатку, приятную текстуру и делают его более сытным и полезным. Примерно 20 грамм перемолотых овсяных хлопьев я добавляю сразу в тесто, а оставшиеся 40 грамм откладываю для штрезеля. Перемешиваю лопаткой. Здесь очень важно обратить внимание на консистенцию теста. Оно должно получиться достаточно густым, ни в коем случае не жидким. Все зависит от влажности вашего творога и размера яиц, которые вы используете в рецепте. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и перемешиваем. Если творог оказался более влажным и тесто получилось более жидким, чем у меня, добавьте еще немного овсяной или пшеничной муки. Главное сразу не добавлять много муки, лучше подсыпать ее постепенно, пока тесто не станет вот таким густым и однородным, как у меня. Для начинки я беру примерно 200 грамм слив. Лучше выбирать кисло-сладкие плоды. Благодаря этой легкой кислинке вкус пирога получается ярче и интереснее. Вместо слив можно использовать яблоки с кислинкой, ягоды или другие фрукты. Только учитывайте, что очень сочные фрукты могут дать много жидкости. У слив я удаляю косточки и нарезаю их кусочками удобного размера. Берем форму для выпечки, застилаем пергаментной бумагой, либо смазываем маслом, как я. Так пирог будет легче достать после его полного остывания. Перекладываем тесто в форму и разравниваем его лопаткой. Сверху выкладываем нарезанные сливы. Не нужно вдавливать их слишком глубоко. Во время выпечки они сами слегка погрузятся в тесто и дадут ему свой ароматный сок. Ну а теперь приготовим штрезель, ту самую хрустящую крошку, которая сделает пирог особенно вкусным. Берем 40 грамм оставшихся перемолотых овсяных хлопьев и добавляем к ним желток, который мы заранее отделили от белка. Слегка перемешиваем, добавим еще каплю сахарозаменителя. Сначала перемешиваем ложкой, затем перетираем массу руками. Постепенно она превращается в рассыпчатую овсяную крошку. Получившийся штрезель равномерно распределяем поверх слив. Во время выпечки крошка станет золотистой и хрустящей, а сливовый сок пропитает верх пирога своим ароматом. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Ваши лайки, комментарии, подписки меня мотивируют продолжать съемки и делиться с вами новыми вкусными идеями. Отправляю пирог в заранее разогретую духовку и выпекаю при температуре 180 градусов примерно 25 минут. Точное время зависит от вашей духовки и размера формы.
Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Если она сухая, значит пирог готов. Вот такой красивый и очень ароматный пирог у нас получился. Он нежный внутри, с сочными сливами и хрустящей золотистой крошкой сверху. Мне особенно нравится сочетание мягкой творожной основы, кисло-сладких слив и овсяного штрезеля. Пирог получается в меру сладким, легким, очень вкусным, и при этом в его составе нет ни капли масла. Обязательно приготовьте, а я вас целую и обнимаю.